Давай, путь! Кладбище камней. Итак, всем привет, друзья! Привет! Вы, как обычно, на канале Пора Валить. Что у нас сегодня на повестке дня? Сегодня никакая не заграница, как вы поняли. Нынче заграница у нас под запретом. Поэтому мы решили сгонять в соседнюю Карелию. Так сказать, трип по родной России. Да. Сейчас мы едем по такой дорожке ЗСД, наш местный аттракцион, так сказать. Ну, потом отдельно про него расскажу. Когда мы про Питер будем снимать, а мы уже, кстати, начали снимать, скажу вам по секрету. Будет очень интересный выпуск. Не пропустите. Так вот, Приозерск, заедем потом на пару водопадов, это уже в Карелии будет. Недалеко от Сартовала. Да, потом Сартовала. И конечная точка наша, в Карелии именно конечная будет, это Русские-Ала. Природный парк. Только я скажу, что это не конечная точка, потому что потом мы едем еще в Выборг. Я имею в виду конечная точка туда. А потом обратно, да, мы уже идем в Выборг. Тоже это в Ленинградской области. Исторический городок. Все это на самом деле бывшие финские территории, которые мы в начале войны отжали немножко. То есть даже сейчас мы едем по финской территории. Смотрите, видите, какая финская территория? Вот она такая. Ну, такая же, как и у нас, в принципе. Сегодня здесь разбита какая-то ярмарка, мы еще пока не поняли, что это такое. Здесь продают всякие интересные русские штучки, деревянные ловцы снов, какие-то... Всякие ремесленники, палатки стоят, да, смотрите. Handmade. Вот кузнецы, смотрите, пойдем к кузнецам подойдем. Слушайте, мы сами того не знали. Сегодня здесь историческая реконструкция. Как называется реконструкция? Каневский рубеж. Как это бывало нередко на войне, не все пороховое оружие работает одинаково ровно. Тем не менее, залп шведских стрелков смыкается коробка пикинеров. И как можно предполагать, сейчас мы увидим еще один пехотный штурм. Обратите внимание, что стрельцы выходят прямо вперед и с короткой дистанции дают залп по своим противникам. И мы видим, что да, левый фланг атакующих решительно бросается в атаку. Вот мы видим, что даже стрелки из синего полка кладут мушкеты, достают шпаги и идут в рукопашную. Вот так вот, да? Приезжаешь посмотреть на крепость, а тут такое шоу устроили. Повезло. Слушайте, вот мне Приозерск определенно нравится Мне уже. тоже. Все, здесь такое тупичело. Отсюда, наверное, стреляли.
действительно тюрьмушечка-то. Какой дымок идет, жалко вы не чувствуете ароматный. Вот они, русско-карельские радости. Вот тут всякую всячину, да, видите, продают. Покажи ботинки. Вот, видишь, вот так вот раньше такие ходили, лет 200 назад. Целый парчик камней, стоящих друг на друга. На божьем слове держат, смотрите. Просто вот такой миллиметраже. Причем они не приклеены, если на них сейчас надавить, они упадут. Сейчас, причем даже от ветра упал один камень. Еще один интересный объект — лютеранская кирха. Кирха, да. Но она, кстати, ни черта не старинная, построена была в 28-30 году. И здесь даже долгое время располагался дом культуры уже в советское время. Сделан в финском стиле. Внимание, ребят. Так, Милана, что там у тебя? Это алыча, еще малость недозревшая, но самые спелые плоды. Покажи. Очень вкусные. Ну, даже не показала. Вот, посмотри. Так, вот алыча наша. Ну, пожалуй, самый интересный объект Приозерская — это храм всех святых. Очень красивое здание. И здесь еще рядом с ним храм Рождества Христова. То есть вот это храм Рождества Христова местного масштаба, а вот это уже храм всех святых. Кстати, здесь есть лавка, где можно отведать местных пирожков, молока и каких там еще напитков. Пока не видел, но я знаю, что здесь это есть. Так, а вот та самая трапезная, про которую я говорил. Можно отведать местного чая, пирожков, булочки. Хе-хе-хе, закрыто. Не попробуем вашей местной продукции. Вот такое вот местечко. Мне больше всего понравилось здесь. Ну, кроме, конечно, битвы карельской. Итак, смертельный номер, идем над пропастью. За этой воротной башней. Так, здесь что за теремок? Так, вокруг, ну как положено, вокруг крепостей вода. Ну, сам Приозерск мы вам не будем показывать, потому что, ну, он такой вот, видите, ну, никакой. Строение двух-трехэтажное, старое, престарое, ничего особенного. Такой тихий провинциальный городок.
Итак, решили мы пообедать в интересном местечке. Здесь же гостиница и ресторан под названием Кексхоль. Это, кстати, бывшее название финское, приозерское. Вот, но, видимо, решили сохранить название гостиницы. Ну, прямо на веранде можно присесть, наверное. Так, ну меню тоже интересное такое. И в русском стиле, и корейская кухня здесь все вперемешку. Так, отобедали мы в этом прекрасном ресторанчике. Еда очень вкусная, действительно. Но единственное, что долго, как-то долго просидели, прождали. Но говорят, сегодня просто народу многовато. Все, пересекаем границу с Карелией. Да? И вот резко все поменялось. Другая природа. Якобы. Природа все равно красивая, смотрите какая. Смотрите, какие камни. Природа на финскую очень похожа. Это все природа и камни, это не искусственные. Так, мы попали... Мы просто попали. Итак, мы попали в долину водопадов. Это новый комплекс, который состоит из 4 водопадов, порогов. Сейчас мы на них посмотрим. Здесь есть несколько комплексов с водопадами. Это один из самых новых. Также есть недалеко от Рускеалы. Но этот комплекс, он менее раскручен, здесь меньше народу, тем более интереснее. Поэтому мы решили поехать сюда и сравним. И еще есть Белые ворота, если не ошибаюсь, да? Или как называется? Белые ворота — это 100, это еще 100 дальше, километров туда ближе к Петрозаводску, да. Они там более дикие, Оставалось. бесплатные. Туда, говорят, просто какая-то безумно плохая дорога, что даже на седанах туда не рекомендуют ехать, можно застрять конкретно. А здесь дорога отличная. Да, дорога отличная, и смотрите, как все оборудовано классно. Красотища-то какая, Смотрите, как бережно относятся к муравейникам. Оградили специально. Ну, Ира, давай. Путь! Такое ощущение, что там льется куча литров колы. Вот такая у Миланки ассоциация. Да, друзья, красотища-то какая, ляпотища. Ребят, ну местечко классное, конечно, обязательно стоит посетить. Немного времени занимает, но водопадики классные. Буквально 20-30 минут весь поход по водопадам, но впечатление на неделю вперед. Они невысокие, не такие
какие-то. Не маврикийские. Ну, вы все видели, в принципе, Да. сами, да. Кстати, приезжайте сюда либо с утра, либо вечером, часов в 5. Гарантированно никого народу. Потому что днем, там где-то уже после 11-12, сюда начинают приезжать люди. Паломники. Но, опять-таки, это место не раскручено. Раскручены Рускеальские водопады. И, кстати, мы на них попробуем завтра попасть. Туда уже приезжают автобусы, автобусы и прочие поезда. Ну, всем пока, до встречи В прямом эфире. в Сартовале. Вот нравятся мне корейские названия, но вы сами все поняли. Чем вам не Швейцария? Так, вот мы въехали в Сартовало. Так, мы в Сартовале на озере Ляпе-Ярви. Блин, я не могу произносить эти названия, но у них вот камни, это вот считается в Карелии вообще камни, это место достопримечательности. То есть они просто повсюду, где только можно. И даже есть такой специальный камень, камень желаний. Кстати говоря, раньше город назывался вообще Сердоболь. По-русски, да? Сердо, сердечная боль. Вот. Дело все в том, что город там, буквально с 1500 какого года кто к шведам переходил, кто к финнам переходил, кто к нашим, потом снова к финнам. Но в итоге пришел снова к нашим, но почему-то название осталось Сартовало. Кстати, кто в курсе, почему, напишите в комментариях. Я, честно говоря, не нашел нигде, ни в сети, почему так произошло. Почему не Сердоболь. Короче говоря, вот этот камень желаний. Дотрагиваешься до него, загадываешь желание. Чтобы... Ох, я как сейчас нажелал. Какой-то молодежный центр. О, смотрите, какая штука, да, по телеку показывают там. Такая штуковина, вот на ней прокатиться. Акула такая, видите? Клевая штука. Ну и, собственно говоря, с этого порта уходят такие вот метеоры на Валам и в Кижи. Вот она, типичный Сартовал, друзья, вот она. Так, вот еще вот такие старые постройки. Но есть и более современные. Современные это вот такие, видите. И даже вот такие. Да, и церкви вот в Карелии, да, во всех городах тоже их просто вот, блин, не знаю, на 100 квадратных метров по одной штуке. Я уж не стал заострять везде внимание, но их тут полно. Сартовало. Вот есть все-таки такие у них уникальные здания, лютеранские такого типа, угорно-финские. И смотрите, вот налоговая служба расположилась в каком красивом здании. Сразу понятно, на чьи бабки. И правее здание сразу снимаю. И правее здание сразу снимаю. А почему-то они бы не тут поселились. Почему надо вот здесь им селиться было? А? Вот такие 3 домика стоят на берегу озера прямо. Место шикардос. Короче, заселились в домик. Наконец-таки доехали мы до Рускевалы. Тут буквально 3 километра будет сам вот этот горный парк с Мраморным озером.
Смотрите, какой зачетный домик. Такая тахта. А? Супер. Супер-пупер. Деревенский дом. Так, смотрите, мы приехали в горный парк Рускеала. Время 9 утра. Чтобы было понимание, во сколько надо приходить. Кстати, кассы, очередь-то в кассы. Покупаете в интернете билеты, не надо ставить такие очереди. Такие несколько лайфхаков заодно. Если немножко в сторону отойти, справа как бы от карьера, то тут будет озеро имени Монферрана. Ну, здесь всякий прокат каких-то лодок, уток, говорю, и так далее. В принципе, особо тут можно сюда не ходить. Красивое озеро все-таки, ребята. Здесь тут сделаны такие платформы с точками осмотров, очень удачные точки. И, допустим, отсюда раз смотрим. Хоп. Здесь как вода блестит красиво. Обалдеть, просто обалдеть. Друзья, не могу не поделиться полезным советом. Ну, вначале я уже сказал, что приезжать надо хотя бы до 9:30 утра, лучше часов 9. Билеты заранее покупайте в интернет. Без всякой очереди проходите через весь парк, идете до конца вниз, через весь каньон. Заодно посмотрите каньон, по-быстрому надо пробежаться будет до терминала. Находите, соответственно, этот терминал и быстренько покупаете все развлекухи в этом парке. Это катание на лодке, это подземная Рускеала, это зиплайн и какие-то там еще есть штуки. Они не все работают, но вот эти основные, которые я назвал, работают. И выбираете время конкретное, и уже к этому времени у вас есть билет, никакой очереди, подходите к своему мероприятию и спокойненько наслаждаетесь. Но еще раз подчеркну, сделать это надо до 9:30, максимум до 10 утра. После этого времени свободных мест и билетов не остается, к сожалению. И купить, причем на завтра, да, на следующий день нельзя. То есть купить можно только день в день. И в интернете заранее вы тоже не сможете купить, потому что они там не продаются. То есть в интернете можно купить только входной билет в парк, а развлечения только в терминале. Поэтому до 10 утра как штык. Вот когда там уже были в течение дня, да, люди подходят, спрашивают: слушайте, а где купить билеты, там 3 часа дня у них, 5 часов вечера. Приходится, конечно, людям объяснять, что, к сожалению, вы уже не купите никакие билеты на сегодня. То есть люди многие подъезжают неподготовленными. То есть такие вещи надо продумать заранее, конечно. Потому что парк пользуется просто бешеной популярностью в любое время года, но летом особенно. Причем неважно, суббота это или понедельник, народу примерно всегда одинаково. А еще кайф в том, когда вы с утра приезжаете, что действительно там никого нету практически. То есть вы первый там час-полтора ходите, гуляете одни. И уже где-то после часа дня народу тьма. Из этих камней делают такую известь. Мраморная крошка, мраморный песок.
Специальный человек для этого есть. Давайте посмотрим, что там делает Миланка возле старинной мастерской. А, так она тут красится. Тоже полезное дело, ребят, да? Милаш? Очень. Очень. Ну, как я уже говорил ранее, камни у них это достопримечательность номер один. То есть камни это наше все. Здесь тоже вот, они очень любят раскладывать такими пирамидками. Красотища. У меня такое ощущение, как будто я нахожусь в таком на кладбище из камней. По ходу маршрута встречают всякие такие мастерские, где можно купить камни с высеченными у них рисунками. Прямо как и в египетских пирамидах. Похоже? Самое интересное, то, что эти камни очень легко кладутся друг на друга и сохраняют равновесие. То есть не надо здесь сильно как-то страдать. Они просто берутся, кладутся за счет того, что они не скользкие, они цепляются друг за друга. Такая у них шероховатая поверхность. И здорово получаются всякие пирамидки. Чем не пирамида Хеопса. Смотрите, как прикольно. Кладбище камней. Недавно в горном парке открылся очень интересный музей деревянных скульптурок на тему «Ангелы и люди». Такая религиозная тематика. Очень потрясающие работы из дерева. Все работы выполнены бензопилой. Аналогов в мире больше нет. В этом куполе расположены все эти объекты. Звучит такая нежная, трогательная музыка. Не хочется никуда торопиться. Наоборот, хочется здесь остаться подольше, осмотреться вокруг, посмотреть каждую работу. Работы действительно очень уникальные. Музей открылся в 2019 году. Так что, кто был до этого на каньоне, есть еще один повод съездить в Рускеала. Смысл композиции. Вот эта рука Божья, она дает как бы жизнь. Вот это клетки, поле, это как бы наша жизнь. Она состоит из разных областей жизни. Там кто-то инвалид, кто-то играет, кто-то там убивает и так далее. Кто-то умирает, отдает душу ангелу, Богу. Выбирайте свою жизнь сами. Вот о чем эта композиция. Кто рано приходит, тот ходит один по выставке. В 2019 году вот этот камень был специально обрушен со скалы.